Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовлю домашний плавленый сыр и из него 3 варианта вкусных ароматных намазок на бутерброды. Черный хлебушек с домашним сливочным плавленым сыром, а еще и с различными добавками на завтрак или перекус. Парочка таких бутербродов и наелся. Хранится такая намазка замечательно в холодильнике до недели. Больше не знаю, так как долго не задерживался там он у нас никогда. Для этого полкилограмма творога, сметана, сода, соль, 2 яйца куриных надо. Полкилограмма творога у меня самый жирный, домашний, такой деревенский творог. Блендером я не пользуюсь, вот просто разомяла творог вилкой и все. Вбиваю 2 яйца, конечно, у меня тоже домашние куриные яйца. Можно взять и одно, ну так будет вкуснее. Сюда же 3-4 столовых ложки тоже домашней сметаны. На покупном твороге я не готовила, поэтому рассказываю так, как есть. Чайная ложка соды и чайная ложка соли. Сода без горки, соль тоже вот без горки. Теперь надо все это хорошо просто вымешать. Вот. И уже даже на этом этапе, хоть и крупинки имеются в твороге, это ничего страшного, они все разойдутся. Сода вступает в реакцию с творогом, и эта вся масса, получается, как бы увеличивается в объеме, пенится. Это так должно быть. И не переживайте, эти все комочки потом расплавятся и разойдутся. Ничего даже не надо взбивать блендером, миксером. Дальше на водяную баню. Кастрюльку набрала воды и отправляю на огонь. Теперь постоянно помешиваем, никуда не отходим до тех пор, пока не растворятся все комочки в твороге. Вот прошло буквально минут 10-15, вот видите, комочки еще есть. Теперь дальше я всю массу продолжала размешивать на огне, и вот видите, практически комочков вообще нет, а где-то там 1-2 попадется, это совсем не страшно и не принципиально, даже не надо ничего блендером, миксером мыть, все. И так как я буду готовить еще 3 вида намазок, поэтому я разделила весь плавленый сыр вот на 4 емкости. В первую отправляю кубиком мелко нарезанные обжаренные грибочки. Свежими я их просто порезала, обжарила, немножечко подсолила, поперчила. И петрушка мелко-мелко нарезана. Намазка бомбическая. Вот этот сливочный вкус с грибочками, с петрушкой. И вторая намазка тоже как вариант, это филе сельди, тоже мелким-мелким кубиком нарезанной, и сюда же мелко порубленный укроп. И мне даже сложно сказать, какая из намазок, или с грибочками, или с селедочкой вкуснее. Они каждая по-своему очень вкусные. Друзья, обязательно приготовьте. Да, и вот эти все добавки добавляем, когда уже сыр остыл, но еще не застыл. Застывать он полностью, вот эти намазки у нас будут в холодильнике. У меня к этим мисочкам есть пластиковые крышки, поэтому они будут храниться прямо в этих мисочках. Если у вас нет такой посуды, тогда в баночках под крышкой храним. И третий вариант это шоколадный. Тут измельченные у меня сегодня грецкие орешки, ложки 3-4 столовых, и столовая ложка какао. Вместо сахара добавляю мед, где-то ложки 3-4, тоже по вкусу, все добавляем по вкусу, все хорошо размешиваем, но тут есть свои нюансы, потому что какао не очень хочет хорошо вмешиваться вот в эту массу, поэтому будем вмешивать в несколько этапов. Размешали, сколько у нас получилось размешать, прошло там 15-20 минут, опять размешали, и вот так в 3-4 этапа мы будем вмешивать какао, и потом дальше в холодильник. Вот мои намазки провели в холодильнике 3 часа, прошло 3 часа. Вот посмотрите, какие они густые,
очень вкусные бутерброды получаются, селедочка, плавленый сыр. Вот это сочетание такое зелень, если вы не любите зелень, не добавляйте зелени вообще, или можно какие-то приправы, добавляйте ту зелень, которую вы любите. Вот эта шоколадная намазка, она провела всего только тоже 3 часа в холодильнике, поэтому она еще такая жидковатая. Ей нужно больше времени для застывания, так как там орехи, они дали свою жирность, и плюс мед, мы его растапливали, поэтому немного надо больше времени. Он тоже постоит, там ему даже сутки, наверное, надо, чтобы загустеть. И вот, друзья, если вам было интересно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, для меня это очень важно. Конечно же, подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте на колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь, с вами была Виктория, пока-пока.